Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша встреча. Общий расклад Таро, потоковое чтение на загаданного мужчину. Его мысли, чувства, планы, действия. Этот расклад Таро для женщин. На любовь, на отношения, на ближайшее будущее, на ситуацию, советы, подсказки, инсайты и все, что откроют карты в потоковом чтении. Каких-то конкретных заготовленных вопросов у нас сегодня нет. Вот все, что будет идти из потока женских энергий и как оно пойдет, вот так и будут вам сегодня отвечать карты Таро на мужчину по вашей ситуации. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на своего мужчину, и мы начнем. Королева Львов, давайте смотреть, в каких энергиях вы находитесь сейчас с ним. Ну, смотрите, у вас восьмерка огня, это страстные энергии. Это страсть, пристрастие, это близость, интим, это желание, вожделение и такое ощущение, что партнер вас подзадаривает, но партнер-то вас подзадаривает, он как будто бы тень за вашей спиной, но тем не менее выпадает королева Львов, то есть ваше управление сексуальностью, ваше управление энергией близости и ваше мастерство управления от него, от этого мастерства зависит сонастройка векторов движения ваших отношений в будущее. Соответственно, восьмерка огня сама по себе это векторы движения, да, и что восьмерка огня, что королева льва или королева огня говорит о том, что несмотря на то, что он разжигает внутри вас огонь, этот разожженный огонь управляет им. Хорошо, а в каких энергиях вы пребываете сейчас больше всего? Но это энергии грез, фантазий. И мало того, что вы грезите и фантазируете, он точно так же грезит и фантазирует. Поэтому вы больше пребываете в таком периоде, где есть мечты, фантазии, розовые очки, конфетно-букетный период. То есть это такой период, когда вы действительно не до конца адекватно воспринимаете реальность. Ну, такой вот интересный первый вводный, как говорится. Ну и здесь у нас выпадает селки, да, я немножечко буду подсматривать. Это, чтобы был более точный, да, более точное толкование карт, потому что есть книга, да, по этим картам. И я хочу сегодня вот чисто по книге, это возвращение, по сути, к истинной сущности и отказ освобождения от чужих ролей. Давайте посмотрим, в какой роли он видит вас в этих отношениях и в какой роли он видит себя в этих отношениях. Смотрите, здесь пятерка воздуха, а пятерка воздуха – это предательство или коварство. Я скажу так, что вас он видит в роли человека, который был бы надежен. Но мы посмотрим, поскольку на вас выпадает не самая лучшая карта, мы пока что предположим, что он видит вас все равно с лучшей стороны этой карты, с зеркальной стороны, и надеется, что, давайте так, что ваша роль как человека, который поддерживает, и человек, который надежный, она реальная. То есть вам можно доверять. То есть он вас видит в роли человека, которому можно доверять. Он в какой роли? Он здесь в роли лилипута и в роли человека, который себя явно недооценивает. Но это взгляд со стороны. По сути, это взгляд со стороны.
где вы великан, а он как бы лилипут, да, как бы маленький человек. И его роль, скорее всего, здесь роль преподносить подарки, одаривать. Возможно, это роль награды, но эта роль его, она еще не недооценена. То есть какая его роль? Она недооцененная. И знает ли он этого или нет, мы пока не знаем с вами. То есть он понимает, что его роль недооцененная, извините, да? Или не понимает, мы пока не можем сами понять, разобраться, и вы не можете, и он не может. Окей. Что он скрывает от вас в тишине? Загадывайте желание о тишине. И что он скрывает от вас в тишине? И что вам желательно скрывать от него? Ну, или что вы скрываете, тоже так можно посмотреть. От вас он скрывает какую-то боль, какой-то удар, что-то значимое. И, возможно, то, что он скрывает, вы пока что вы не готовы услышать, вы не готовы знать. И то, что он скрывает, вам пока знать не надо, потому что это может поставить под удар ваши отношения, в принципе, и целостность ваших отношений. Что вам нужно держать в тишине? Ну, давайте я так скажу. В тишине и в тайне вам действительно нужно держать свои секреты, свою женскую магию, свое прошлое, свои связи с родственниками, особенно с мамой. И вам не нужно открывать историю родителей, особенно мамы, до тех пор, пока у вас уровень тайн и уровень каких-либо недоверий друг к другу не снизится, да, пока вы не дойдете до каких-то очень интимных моментов. То есть и особо вам нужно держать в тайне особо интимные моменты. Ну, вот такой интересный месседж. Дальше идем. Следующее. Выпадает карта женщина абсолютной или безупречной перерождаемости. Это аркан 13 вообще. Давайте так скажем. Что является в этих отношениях роковым? И, по сути, что есть роком в этих отношениях для него и для вас? Для него и для вас. Рок в этих отношениях для него. Но вы роковая женщина с точки зрения красоты. То есть вы для него роковая, потому что красивая. То есть форма. Это может быть форма груди, бедер, чего угодно. Да? То есть ваши формы для него роковые. Слышите? Что в нем рокового для вас? В нем роковое для вас загадка, тайна и, возможно, роковая женщина, которая, может быть, скрывается. Но мы пока ее не видим. И это может быть его родители, в том числе его родовая программа по линии матери. И здесь родовые программы линии матери вашей и его могут каким-то образом пересекаться. Теоретически, потому что здесь жрица, а здесь луна. Здесь жрица выпадает на ваши секретики, а луна выпадает на его роковые моменты. И это очень тесное переплетение родовых программ по линии матери, вас и его. Такое зеркальное где-то. Следующий аспект, который мы хотим с вами узнать, здесь жрица приоритетов. Давайте посмотрим. Или жрица точек зрения, да. Давайте все-таки посмотрим, что в этих отношениях максимально приоритетно для вас и для него. Что приоритетно для вас и что приоритетно для него. Для вас и для него.
Ну, для вас в приоритете было бы отношение родственных душ, но для вас в приоритете карта так выпадает, что вроде бы как вы бы хотели, чтобы этот человек, этот мужчина чувствовал вас как на качелях, где вы в роли, ну, такой колыбели, качаете его. То есть он бы хотел бы, ну, для вас в приоритете укачать его. Укачать его, ну, достаточно такая карта, это Скорпион вообще, но здесь почему-то он стрелец. Ну, это своя система, да. То есть вашей целью і вашим пріоритетом було би, ну, знаєте, як українською, заколисати цю людину, то есть укачать этого человека так, чтобы он, ну, знаете, не мог бы в этом укачанном состоянии или в таком опьяненном состоянии. То есть укачать это где-то, очаровать этого мужчину таким образом, чтобы он никуда не хотел, ну, с ваших колен, давайте так скажем, да. Что для него в приоритете в этих отношениях? Ну, оно родственно, смотрите, вода на воду. Ну, а для него в приоритете любоваться вами, вы ему нравитесь. Вы роковая женщина с точки зрения красоты, ваших форм, вашей конституции, вашего, ну, ваших внешних данных, давайте так скажем. И, ну, этот мужчина, для него в приоритете быть намного чище, чем он кажется, потому что кажется он плывущим кабанчиком, да, вот так. А на самом деле он может быть совершенно другим. То есть, если он в одном образе изначально, например, в образе свиньи, кабана, вепря там, или кого-то, тапира, да, или, может быть, это лошадь, неважно, то его приоритет – сменить имидж и быть больше, чем казаться, и быть не тем, кем он кажется на самом деле. Интересный такой момент здесь. И на самом деле он может увидеть вас с другой точки зрения, а у вас есть шанс в этих отношениях увидеть его с другой точки зрения. Ну, вот так. Давайте посмотрим. Здесь выпадает, ну, по сути, женщина-медик или женщина-целитель. Давайте посмотрим. Мы смотрим сегодня, видите, пару, и вас, и его. Что для вас важно исцелить в этих отношениях, и что для него важно исцелить в этих отношениях. Ой, для вас важно исцелить бегство. Но тут непонятно, это вы бежите от него или от вас убегают партнеры. Поэтому вот вы заходите в эти отношения с этим человеком, и вам важно не убежать самой от него, и вам важно, чтобы он сам от вас тоже не убежал. Но тут больше как бы, чтобы вы не убежали. Но а смотрите, какие сценарии. Если у вас постоянно от вас убегают мужчины, то смотрите. Бывает так, что женщина хороша собой, красива, умна, все в ней есть, а мужчины убегают. Такое бывает. Дальше. Что для него важно исцелить в этих отношениях? А для него важно, чтобы женщина не убегала и не испугалась его. То есть, смотрите, скорее всего, смотрите, тоже резонирует. Второй резонанс подряд уже, да. Вот здесь родственные души, кстати, в приоритете тоже могут быть. И если вы ищете родственные души или отношения родственных душ, или чувствуете, что те отношения, в которые вы сейчас зашли или погружаетесь, родственные души, то, скорее всего, такими и являетесь. Ну, и тут важно не убежать, главное, чтобы он вас не испугал, вы не испугались, ну, и чтобы он не был такой страшный, хотя мужчина, ну, по мнению некоторых лиц, может быть немного симпатичней, чем обезьянка, да. Ну, такое мнение есть. У женщин часто, да, бывает. Следующее. Ну, смотрите, путешествующая женщина. Давайте посмотрим, как он смотрит на путешествие и ваш взгляд на путешествие. Ваш, его. Ну, мы уже будем ваш, его, да, чтобы не путаться. Ваш взгляд на поездку, переезд, путешествие и его.
Ну, опять-таки, кто гадает на отношения перманентно, да, если вы на этот вопрос смотрите, будет ли встреча, приедет ли он к вам и так далее. То есть ваша поездка, его поездка. Но он не против, чтобы вы приехали к нему. Он не против, чтобы вы к нему. Ну, а вам, по большому счету, все равно. Как он решит, так и будет. Скажет приехать, приедете. Он тут Оскар, да, и двойка мечей, ну или двойка воздуха, все зависит не от вашего принятия решения, а все зависит от вашей послушности и смиренности. Следующий вопрос. Ну, давайте так скажем. Вот, наконец-то, тревожная или страшная, или страшащая, или тревожащаяся мать. Да? И вот давайте, у нас вот здесь есть намек на какие-то негативы с точки зрения родовых программ по линии матери, как вашей, и так и его. Давайте посмотрим. Влияние матери вашей на эти отношения и влияние его матери на эти отношения. Ваша мама, его мама. Как влияют? Ну, давайте, или влияние родителей. Если мамы нет, может папа, да. Ну, вдруг, да, там отец только и все. Всякое же бывает. Но все-таки это больше мама. Поэтому мы делаем упор на маму, а у кого вы знаете, что там только отец, то смотрим. Так, ваша мама, в принципе, может считать, что этот мужчина несерьезен, не подходит. И ее влияние на эти отношения, они действительно тревожные. То есть, ваша мама, если жива, то она как минимум либо тревожится за вас, либо негативно влияет на эти отношения. Если вы четко знаете, что как будто бы ваша мама, ну, ей все равно. Ну, значит, ей действительно все равно, потому что эта карта иногда о каком-то безразличии говорит. Да? Ну, особенно если ваш мужчина танцор с гаечным ключом и наушниками. Так. Его влияние мамы. Но смотрите, ваша родовая программа и ваша мама тревожит это, то есть она напрягает эту ситуацию. Или ее напрягает. Ну а раз ее напрягает, то напрягает и вас. Почему? Потому что здесь, видите, связь есть, веревочка есть. Ну а здесь его мама может считать, что вы сердцеедка, может чувствовать, что вы роковая женщина, и может чувствовать, что вы держите мужчину на сексуальном крючке или на интимном аркане, да, вот так можно сказать. Ну, хорошо. Давайте дальше смотреть. Давайте посмотрим, как он и вы оцениваете кайф от этих отношений, ваша оценка кайфа от отношений и его оценка кайфа от отношений. Ваша оценка кайфа от отношений. Ну, в принципе, десятка земли по вашей версии это достойные отношения, за которые стоит держаться, у них есть потенциал, у них есть перспектива, хотя вы считаете, что мужчина часто вас игнорирует. Но если у вас кайф, да, вы вовлечены, и карта достаточно перспективная, хотя мужчины вам не хватает. Его версия кайфа от отношений, то есть насколько вас много, мало. Вам этого мужчины не хватает, но в принципе ок, да. Ну, здесь семерка воздуха. Семерка воздуха, он кайфует, в принципе, он наслаждается вашими формами. Но ему не хватает кайфа там, ну, где он чувствует, что где-то вы с ним не до конца честны, искренне, открыты, и он не до конца вам доверяет. Семерка воздуха все-таки. Такое, да. Дальше идем. Ну, давайте посмотрим.
есть нечто, это аркан Верховной Жрицы, он у нас уже выпадал здесь. Здесь есть нечто, ну, не таинственное, да, как вот здесь хранительница тайн, а тайные истории какие-то. Какую тайную историю не хочет открывать вам он, ну и какую тайную историю не стоит открывать и ему. Начнем с вас. Вам не нужно открывать тайную историю прошлого мужчины, особенно если он был абьюзер, психопат или газлайтер, ну или же не очень такой мягкий. То есть прошлые отношения не открывайте до тех пор, пока не почувствуете, что уже пора. А вам это будет надо в последнюю очередь. Его тайная история. У него тоже есть тайная история. У него может быть жесткая любовь в прошлом. И может быть закрытый гештальт или не закрытый гештальт. Эта карта может говорить о незакрытом гештальте, и его могут еще, ну, как бы терзать эмоции, переживания по поводу прошлых отношений до сих пор. Да, и это для него будет как бы тема табу. Поэтому темы отношений, что вам с прошлым мужчиной, что вам о его женщинах трогать не стоит. Давайте дальше смотреть. Давайте посмотрим ваш взгляд на будущее, ваши мечты о будущем и его взгляд на будущее и мечты о будущем вместе. Ваша точка зрения и его точка зрения. Девятка воды. Но вы, в принципе, как бы, вы не против того, чтобы вам вместе в будущем было по кайфу, да, то есть ваш взгляд, вы готовы, вы открыты, вы готовы принимать его таким, какой он есть. Почему? Потому что, возможно, вы, ну, более гибкий человек, да, более эластичный, гибкий или более адаптивна ваша психика к нему, да, чем его к вам, возможно. Его мечты и взгляды о будущем. Здесь очень сложная карта, пятерка земли. И здесь либо он не уверен в своих силах, или он подозревает, что ваши требования от отношений, особенно в материальном плане, будут завышены, и его возможности с вашими ожиданиями не будут совпадать. И его взгляд на будущее вместе гораздо более-менее фундаментальный и устойчивый, чем ваш. У вас устойчивый, у него неустойчивый. Хорошо, давайте дальше. Смотрите, что вообще нужно для этих отношений, чтобы вы себя чувствовали в полном кайфе, давайте так скажем, но это женщина в полном тотальном контроле, да, не в кайфе именно, да, вот здесь удовольствие, а именно в контроле. Что, по вашему мнению, поможет вам контролировать ситуацию? Ну и, может быть, поможет ему контролировать ситуацию. Или давайте так, какие ваши качества, лично ваши качества и его качества могут помочь контролировать ситуацию в этих отношениях? Ну, у вас ваше качество – это невозмутимость. Оно помогает вам, и ваша женщина в тотальном контроле или ваша ведьма, или секрет вашей ведьмы в невозмутимости. В безэмоциональности, когда действительно нужно не быть эмоциональным. У него его качество. Ну, а его качество достаточно очень крутая карта на него выпадает. У него способность проходить трансформации и способность контролировать своих демонов. И смотрите, потенциально у вас есть риски. Если у вас были когда-то отношения жесткие, притянуть такого же жесткого человека, но способного к трансформации.
Если у вас вы этого не хотите, тогда вам нужно делать коррекции линий судьбы и родовых программ по линии матери, особенно если у вас было у мамы жесткий отец, да и ваша мать и, может быть, отец были жестки, да, такое вот. Интересный сегодня расклад. Эта карта осталась на столе, значит, она просится к рассмотрению. Сейчас я вам скажу, как ее более правильно. Духовные силы, защита, да. Давайте посмотрим, как духи, высшие силы расценивают вас в этих отношениях и его. Помогают ли они вам и помогают ли ему, в чем, и так далее. Что тут с высшими силами? Но смотрите, высшие силы здесь, они дают вам энергию привлечения. То есть высшие силы наделили вас красотой, женской магией, сексуальностью, и они дают вам все, чтобы вы были королевой огня и управляли им, вашим партнером, мужчиной, на уровне энергии интима. Чем ему помогают высшие силы? Здесь тот случай, когда размер имеет значение, и у него, в принципе, то же самое, и здесь вы больше похожи не на родственные души, а на что-то типа пламенных близнецов. Но это не обязательно, это не точно, и, скажу так, что у него, что у вас высшие силы, вас обоих наделили пламенностью. Это не обязательно интим и сексуальная энергия, это может быть творческая энергия, это может быть бизнес, и это может быть концентрация на одной и той же цели, где женщина может быть локомотивом, а мужчина именно, женщина тянет этот бизнес или эту цель, а мужчина проталкивает, да, или подталкивает. Вот такой вот идет месседж. Хорошо, идем дальше. Здесь о невинности нужно посмотреть. Невинность. Давайте посмотрим, в чем можно доверять вам и в чем можно доверять ему. В чем можно доверять вам и ему. Вам можно доверять в магическом воздействии. Как эта карта здесь оказалась, не знаю, почему-то она тут есть. Хорошо, вам можно доверять, лично вам можно доверять в магическом воздействии. Ему в чем можно доверять? Ему можно доверять в том, что если он вам говорит, что вы для него императрица, он, скорее всего, вам не врет. Такой вот месседж. Идем дальше. И вот идет психо, или психика, или психологическая. Давайте посмотрим, насколько вы подходите друг к другу по психотипам. Раз, видите, выскочила эта карта. Ваша карта, его карта. Вы королева воздуха. Вы как будто бы весы, но не обязательно здесь вы весы. Вы здесь сбалансированы. То есть вам в этих отношениях комфортно. А у него туз земли. Давайте так скажем. В принципе, вы подходите друг к другу. Здесь земля, здесь воздух. Подходят стихии. Земле все подходит. Этому человеку подойдет любая стихия абсолютно. Что воздух, что вода, что огонь. Но земля, когда попадает на весы, она может склонять чашу эмоций, разума в одну или в другую сторону. Соответственно, для того, чтобы у вас был баланс в отношениях, вам нужно на чашу весов положить равные доли. Соответственно, если этот человек может быть справедливым, если он может правильно распределять
материальное, и вы можете правильно распределять материальное, тогда ваши психики будут подходить друг к другу. То есть здесь алчность, жадность и распределение брать-давать играют важную роль в перспективе этих отношений. Следующая карта. Так, я хочу немножечко уточнить, как она более точно, какой аспект здесь раскрывается. Сейчас, секундочку. Ну, это да, это все-таки правосудие больше. Давайте посмотрим, как вы смотрите на брак или брачный союз, и как он рассматривает брачный союз между вами. Именно брачный союз. Ну, или правосудие. Но вы готовы принять этот аспект в отношениях. Здесь четверка огня. Ну, а четверка огня – это готовность принимать здесь и в этой колоде, и это уют. Вам комфортно. Ему здесь выпадает страшный суд, но я так скажу. Для него это Плутон, это что-то трансцендентное, загробное, с другого мира, то есть он к этому еще не готов. Ну, возможно, не сейчас, да, как-то так. Следующее. Еще одна сирена. Сирена смирения, да, все-таки это смирение, принятие, я почему-то смирением ее назвал, принятием назвал, а она смирение, но это одно и то же. На что он готов закрыть глаза, на что вы готовы закрыть глаза? Вы и он, да? Так, вы пока что готовы закрыть глаза на его сомнения, возможно, на его переписку. Вы готовы закрыть глаза на дистанцию и на то, что он, возможно, не делает пока каких-то резких шагов, да, вот так. На что он готов закрыть глаза. Да он пока не готов закрыть глаза, он готов, чтобы вы закрыли глаза. Здесь Буратино, если что, опять. Он готов закрыть глаза тогда, когда он у вас на коленях. Но когда он у вас на коленях, вы закрываете глаза. По сути, он готов закрыть глаза на то, что он Буратино, а вы Мальвина. Слышите, вот услышьте это. Он готов закрыть глаза на то, что он Буратино, а вы Мальвина. То есть его устраивает эта комбинация. Окей? Окей. Хорошо. Давайте дальше. Тут падшая муза, но мы ее можем интерпретировать как давайте так, уроки поражений, все-таки мы их назовем, вот эту карту, да, падшую музу, уроки поражений. Чему учат лично вас плохие ситуации в этих отношениях и его, какие уроки, да. Но то, что я говорил, вас лично учат мужчина достаточно жесткий, с характером, с харизмой, нестабильный мужчина, да. Но именно вот характер, его энергии. Это вас учат адаптироваться к этому, потому что у вас гибкость вот по этой карте. Его чему учат? Ну, а его учат подчиняться, повиноваться и адаптировать свой характер под вас. Ну и здесь, давайте так скажем, посетительница красной палатки. Ну, а красная палатка – это, по сути, круг, ваш круг, женский круг. Как он влияет на эти отношения? Ваш женский круг. Ну, я так скажу, десятка огня не самая лучшая карта. Он угнетает ваши отношения. И чем меньше вовлечено внешнего круга в ваших отношениях, тем вам легче в этих отношениях. Но, допустим, у вас был жесткий мужчина, и вам окружающие говорят, да вот ты себе найдешь такого же, да, жесткого. Ну вот, возможно, они еще пока не разобрались, и вы не до конца разобрались.
Но здесь спасатель. Давайте посмотрим, кто тут жертва, кто спасатель. Вот так. Посмотрим треугольник Карпмана, разберемся. Кто здесь жертва, кто спасатель. У вас. У вас тройка земли. Здесь непонятно на вас. Здесь идет творческий. Смотрите, опять, он инициирует и проталкивает, а вы локомотив, да. Ну, пока что непонятно здесь. Но вы здесь жертва, он спасатель. Ну, кто кого спасает? Он спасает вас. Но, опять-таки, это не до конца точно, потому что если он сейчас спасает вас, это еще не факт, что вы его не будете спасать. Услышьте это. Ну и здесь тоже хочу уточнить этот аспект, он может по-разному читаться. Но это все-таки новаторство, лидерство больше. Давайте посмотрим, что нового в этих отношениях видит он и вы можете видеть. Ну или готов ли он, например, к новизне в этих отношениях, готовы ли вы. Вы-то почти готовы, но вам надо, чтобы он был надежным, чтобы и он был готов. Если, давайте так скажем, загадывайте желание, если он готов и вы готовы, но вы почти готовы, вот так, готов ли он? Ну, он еще колеблется, король воды, но то, что здесь на этот вопрос выпадает король, это уже не может не радовать. Ну, здесь тоже о красоте, и здесь больше красота души вот такое идет, и изящество. Давайте просто, я хотел бы на лотос, да, посмотреть. Что высшие силы вам советуют в этих отношениях? Лично вам и лично ему. Вам советуют. Не бояться открывать что-то новое, не бояться экспериментировать, рисковать и не бояться искать экзотические, нестандартные ходы и не бояться проявлять свою женскую сексуальную энергию, да, женскую сексуальную магию. Что ему советуют? Ему советуют сделать выбор, закрыть гештальт с прошлыми отношениями и определиться с партнером, потому что он где-то, может быть, немножечко подзастрял, и его внимание сконцентрировано на прошлом. Ну и здесь еще есть певица, да, то есть мелодия или частота и скрытая частота. Давайте посмотрим, какие скрытые частоты влияют на вас в этих отношениях и на него. Скрытые частоты в этих отношениях на вас – это может быть осознанная, либо бессознательная тяга к наказанию. Это скрытое, это может быть такое, как мистика, магия, вот такое, чего вы не замечаете, то есть скрытые волны. Ну и на нем скрытые волны – это тройка огня, то есть попытка уйти от прошлого, но это прошлое его преследует. И для него какие-то резкие, агрессивные, импульсивные нападки, они могут быть как даром, так и наказанием. Ну і для вас вони можуть бути наказанням, но і одновременно даром. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось.